Рада вас приветствовать на своем творческом канале о вязании крючком. Меня зовут Виктория. Сегодня хочу поделиться с вами мастер-классом по созданию сумки-торбы из джута своим самым любимым узором. Во-первых, он имитирует плетение и при использовании в работе натуральных материалов выглядит очень естественно. Во-вторых, он хорошо держит форму, но в то же время достаточно гибкий, что немаловажно при изготовлении сумочек. В-третьих, вяжется легко и быстро, а это не всегда свойственно узорам из джутовой нити. И в-четвертых, были многочисленные просьбы поделиться схемой относительно данного узора, рассказать или показать, как он вяжется. Первоначально применила данный узор при изготовлении сумки шопера. Эта модель пользуется популярностью уже несколько лет подряд. Сейчас сделаю небольшое отступление, добавлю картинку с изображениями и немного расскажу о мастер-классе по сумке шоперу. Данный мастер-класс состоит из 7 отдельных видео общей продолжительностью 2 часа 40 минут. Он дополнялся новыми видеоуроками, и по нему можно связать несколько вариантов сумки шопера. С длинными или с короткими ручками, с декором в виде парных кисточек или декоративной застежкой. Также есть отдельное видео с особенностями вязания данного узора из трикотажной пряжи. Кроме перечисленного, вы узнаете, как добиться трапециевидной формы сумки и выполнить незаметные прибавки в данном узоре. Это единственный мастер-класс, который остался у меня в разделе «Платные». Остальные все уже переведены на YouTube в свободный доступ. Цена данного мастер-класса символическая – 100 гривен или 300 рублей. По вопросам приобретения пишите на почту либо в директ Instagram. Все ссылки оставлю в описании под видео. Итак, возвращаюсь к видео по сумке-торбе. В данной сумочке плотное овальное донышко размерами 22 на 15 см. Связано оно узором галочки в раскол петли. По краю донышка сделана обвязка соединительными петлями. Благодаря этому получаем четко ограниченное донышко и аккуратный ровный переход от донышка к стеночкам. Сам корпус сумки связан основным узором бесшовным способом как с лицевой, так и с изнаночной стороны. По верхнему краю идет обвязка из полустолбиков с накидом. Высота стенок сумки 21 см. В чем еще особенность данной модели? Вместо традиционной утяжки я применила двойную застежку на магнитных кнопках. Не знаю, как оцените вы, делитесь в комментариях своими впечатлениями, но мне такой вариант значительно больше нравится. Конечно же, по своему желанию и усмотрению вы можете применить и классическую утяжку. Ее можно изготовить как самостоятельно, например, в виде вязаного шнурка, так и купить уже готовую. Итак, приступим к вязанию донышка. Для вязания я использую крючок номер 5,5. Толщина джутовой нити 2 мм, плотность 1100 текс. Нить беру в 2 сложения. Для вязания сумочки понадобится около 500 метров. В зависимости от желаемой формы и размера сумочки вы можете связать донышко необходимого вам размера. Мне захотелось не плоскую, а более округлую сумочку по типу бочоночка, поэтому и донышко у меня соответственной величины. Его длина 22 см, а ширина 15 см. Для такого размера начальная цепочка набора составляет 8 воздушных петель. Если вы планируете вязать донышко другого размера, как же определиться с длиной начальной воздушной цепочки? Все достаточно просто. Необходимо из длины донышка вычесть его ширину. Получившаяся величина и будет равна длине цепочки, которую изначально необходимо набрать. Итак, длина моего донышка 22, ширина 15, 22 минус 15 равно 7. Я набрала цепочку из воздушных петель, равную 7 сантиметрам, а это 8 воздушных петель. На моем канале есть уже подробное видео о том, как связать ровное бесшовное овальное донышко. Это мастер-класс «Рюкзак из джута».
Ссылку оставлю в правом верхнем углу и в описании под видео. Принцип вязания абсолютно идентичный, поэтому не стала повторяться. Разница лишь в длине начальной цепочки воздушных петель, о которой рассказала ранее. Если вас устраивает донышко такого размера 22 на 15 сантиметров, набираем цепочку из 8 воздушных петель плюс 1 петлю подъема и далее вяжем донышко по мастер-классу «Рюкзак из джута». При переходе на данное видео вам не нужно перематывать и искать необходимый момент. В описании под видео и в прикрепленном комментарии есть тайм-коды. При нажатии на активную ссылку видео начнет воспроизводиться именно с этого момента. Данное донышко состоит из 9 рядов, связанных по спирали. После этого необходимо провести влажно-тепловую обработку, прогладив через ХБ-ткань на среднем уровне пара и температуры, как с лицевой, так и с изнаночной стороны. Далее делаем обвязку соединительными петлями по кругу и формируем завершающую петлю в конце. Также при помощи соединительных петель закрываем отверстие от начальной цепочки из воздушных петель. Итак, переходим по ссылке в правом верхнем углу или в описании под видео, вяжем донышко и возвращаемся для вязания стеночек сумки. Начинать вязание первого ряда мы будем с боковой части. Переворачиваем донышко лицевой стороной вниз. Сбоку проходит у нас косичка первого ряда. Вязать мы будем, захватывая верхнюю полупетлю косички. Берем нить в 2 сложения, оставив небольшой свободный конец. Его мы будем сразу ввязывать в изделие. Вводим крючок в центр косички, захватываем нить и провязываем первый столбик. Далее вводим крючок в следующее звено цепочки. Захватываем рабочую нить и вытягиваем ее до уровня петли, находящейся на крючке. Снова захватываем нить и провязываем столбик без накида. После этого подтягиваем рабочую нить. Таким же образом продолжаем вязать далее. Все это мы делаем для того, чтобы наши петли были ровными, одинаковой величины, с минимальными просветами между ними. Продолжим таким образом вязание самостоятельно до конца ряда. На этом этапе перед замыканием ряда нам необходимо пересчитать все петли по кругу. Для формирования узора их должно быть парное количество. У меня получилось 63 петли. Таким образом, необходимо сделать в конце ряда прибавку в виде одной петли. Провязываем дополнительную петельку, и теперь мы можем замкнуть первый ряд. Для этого необходимо чуть больше вытянуть петлю на крючке. Далее вводим крючок с изнаночной стороны под косичку первой петли ряда. Захватываем рабочую петлю и вытягиваем ее на обратную сторону. Снимаем крючок с петли и далее аккуратно вводим его в центр верхней косички. Захватываем нить и вытягиваем петлю. Расправляем петельки и в таком порядке одеваем их обратно на крючок. Сначала вторую, затем первую. Далее захватываем рабочую нить и протягиваем ее сквозь 2 петли. Первая петля второго ряда готова. Расправляем изделие и приступаем к вязанию узора. Начиная со второго ряда петли будут чередоваться в таком порядке. Одну мы вяжем за заднюю стенку косички, то есть за полупетлю, следующую в основание петли предыдущего ряда. И так повторяем далее до конца ряда. Первая петля за заднюю стенку косички уже связана, теперь вяжем в основание петли предыдущего ряда. Получается такой вытянутый столбик без накида.
Эстетичный внешний вид узора фактически и будет заключаться в этих вытянутых петлях, поэтому связать их нужно как можно аккуратнее. Следующую петлю снова вяжем за заднюю стенку косички, тоже столбик без накида. Далее удлиненная петля в основание петли предыдущего ряда. Если нить при вязании ложится неровно, старайтесь сразу расправлять и придавать нужную форму петлям. Таким же образом продолжаем вязать далее до конца ряда. Не забываем при захвате нити вытягивать ее до уровня петли, находящейся на крючке, а после провязывания подтягивать нить. Встретимся в конце второго ряда и сделаем переход на третий ряд. Заканчиваем вязание второго ряда. Вот наша прибавка, которую мы сделали в первом ряду. 2 петли, связанные в одно основание. Здесь у нас удлиненная петля. Следующую свяжем за заднюю стенку и закончим второй ряд удлиненной петлей. Так как ряд мы начинали с петли за заднюю стенку, а заканчиваем удлиненной петлей. Все верно, рисунок узора совпал. Для того, чтобы замкнуть ряд и сделать незаметное соединение, снова немного вытягиваем петлю на крючке. Снова вводим крючок с обратной стороны под первую косичку и захватываем рабочую петлю. Выводим ее на изнаночную сторону. И теперь минуточку внимания. С третьего ряда начинаем вязать узор в шахматном порядке. Там, где во втором ряду у нас петля за заднюю стенку, мы будем вязать в третьем ряду в основание. А где петля, связанная в основание, ее мы будем вязать за заднюю стенку. Нам необходимо теперь провязать первую петлю третьего ряда. Напомню, во втором ряду первая петля ряда была связана за заднюю стенку, теперь мы ее должны связать в основание петли предыдущего ряда. Вводим крючок в основание первой петли второго ряда и захватываем рабочую нить, вытягиваем ее. Подхватываем на крючок свободную петельку, которой мы замкнули ряд. Теперь одним движением провязываем обе петли. Первая петля третьего ряда готова. Расправляем ее и дальше вяжем следующую петлю за заднюю стенку. Следующая петля идет снова в основание петли предыдущего ряда. Затем вяжем петлю за заднюю стенку. И так продолжаем далее. Еще раз напомню о том, чтобы петли в узоре были ровными, одинаковой величины, без просветов между ними. Вытягивайте нить до уровня петли на крючке. После провязывания подтягивайте нить и расправляйте в процессе петли. Сам по себе узор вяжется легко, абсолютно без лишних трудностей, с размещением крючка в петлях, как иногда бывает с другими узорами из джута. Часто слышала о том, что джут натирает руки. Честно говоря, никогда с этим не сталкивалась. Возможно, это от неправильного размещения нити в руках, либо от слишком быстрого процесса вязания, спешки и так далее.
При больших объемах вязания, даже из трикотажной пряжи, появлялся мозоль на мизинце правой руки, и обусловлен он был совершенно не пряжей, а, конечно же, крючком. Провязав немного третий ряд, у нас уже начинает вырисовываться узор в шахматном порядке. Продолжим самостоятельно и встретимся в конце третьего ряда. Первая часть замыкания каждого ряда будет всегда идентичная. Вторая часть будет отличаться лишь тем, куда необходимо вводить крючок, либо в основание первой петли предыдущего ряда, либо за ее заднюю стенку. Конечно же, ориентируемся по первой петле предыдущего ряда. В третьем ряду она была связана в основание петли предыдущего ряда, значит в четвертом ряду ее необходимо связать за заднюю стенку. Далее снова повторяем те же действия, как и в прошлых рядах. Провязываем петлю, подхватываем петлю, которую замкнули ряд, и провязываем обе петли на крючке. Первая петля четвертого ряда готова, связана она за заднюю стенку. Далее вяжем петлю в основание петли предыдущего ряда и повторяем в таком же порядке. С изнаночной стороны получается тоже аккуратное и бесшовное соединение. После каждого ряда старайтесь расправлять изделие и придавать ему нужную форму. Далее продолжим вязание изделия самостоятельно до нужной высоты сумочки. Я провязала 20 рядов, на данном этапе высота стеночек сумочки составляет 20 сантиметров. Для меня этого вполне достаточно, но при желании можно сделать и сумочку повыше. Количество рядов удобнее считать по вытянутым петлям в шахматном порядке. Чтобы определиться с высотой, можно сложить стеночки по типу торбы и посмотреть со стороны. Если высота устраивает, можно приступать к обвязке. Знаю, будете спрашивать, поэтому отвечу заранее, подойдет ли данный узор для вязания корзин. Это мое личное мнение, но считаю его более подходящим для вязания сумочек. Как видите, стенки достаточно гибкие, поэтому для высоких корзин точно не подойдет. Если вязать, то только корзины небольшого размера. Не более 10-12 см и обязательно с обвязкой края для большей плотности. Замыкаем ряд и приступаем к обвязке. Покажу два варианта. Первый. Вводим крючок в центр косички и далее будем вязать соединительными петлями за заднюю стенку косички. Этот способ просто сделает край более плотным. Если же хотите обвязку в виде окантовки, покажу второй вариант. Для этого делаем одну воздушную петлю подъема.
Далее будем вязать тоже за заднюю стенку косички, но полустолбиками с одним накидом. Делаем накид, вводим крючок в центр косички, захватываем нить и провязываем одним движением все петли на крючке. Подтягиваем нить и аналогичным способом вяжем следующие петли. Провяжем самостоятельно до конца ряда. Теперь нам нужно замкнуть ряд и сделать в конце завершающую петлю. Для этого обрежем нить, оставив свободный конец длиной примерно в 20 сантиметров. Делаю это с запасом, так как завершаем мы вязание с боковой стороны, и эта нить еще нам пригодится для пришивания полукольца для ремешка. Для завершения вязания вытягиваем нить из петли. Далее вводим крючок с обратной стороны под первую косичку. Захватываем нить и протягиваем ее. Далее нам необходимо вернуть нить в то место, откуда вышла она из петли. Вот и все, последний ряд завершен, и косичка замкнулась по кругу. Фиксируем нить с помощью узелка с изнаночной стороны. Обязательно всегда провожу влажно-тепловую обработку. Одеваю сумочку на край гладильной доски. На среднем уровне пара и температуры через ХБ-ткань проглаживаю без сильного нажатия. Поворачиваю по кругу и прохожусь со всех сторон. Пока изделие слегка влажное и теплое, расправляю и придаю форму в нужных местах. Основная часть сумочки готова. Далее вам решать, как она будет закрываться в верхней части. Как уже говорила ранее, можно поставить классическую утяжку или сделать такой же вариант застежки, который предлагаю я. Здесь все зависит от индивидуальных предпочтений. Я экспериментальным путем складывала сумочку, смотрела, насколько хочу я стянуть ее в верхней части и оценивала результат. Идея такой застежки пришла еще во время вязания рюкзака. Тогда использовала карабин и полукольцо, в данном случае магнитную кнопку. Я связала две полоски длиной 6 см, шириной 3 см, поворотными рядами узором соединительные столбики за заднюю стенку петли. Как именно связать и пришить, можно тоже посмотреть в мастер-классе «Рюкзак из джута». Что лучше, кнопка или карабин с полукольцом, сказать не могу, и тот вариант мне понравился. В итоге сумочка получилась небольшая, но очень вместительная. Именно такую мне и хотелось. Это как раз та самая золотая середина между миниатюрной кроссбоди и объемным шопером. Насчет кнопок хочу добавить, использую пришивные с ушками, очень удобный вариант. Креплю к сумке при помощи мононити и бисерной иглы. Это бесцветная нить, похожая на тонкую леску.
Очень удобно, всегда держу ее под рукой и не нужно искать и подбирать подходящую по цвету нить. Полукольца по бокам сумки для крепления ремешка на карабинах пришиваю джутовой нитью. Для этого использую гобеленовую иглу. В отличие от пластиковой, она очень удобная в работе и более надежная. Пришиваю стежками, прокалывая насквозь сумку. Ввожу иглу под полукольцом и возвращаю с обратной стороны над ним. В данной сумочке у меня кожаный плечевой ремень. И если хотите вязаный, оставлю ссылку на видео. В мастер-классе вязала из трикотажной пряжи, но этот вариант также подходит и для джута. Также сумочку можно дополнить внутренним карманом. Оставлю ссылку на видео по вязанию кармана, который пришивается только за верхнюю часть и не будет стягивать стенки вашей сумочки. На этом мастер-класс подходит к завершению. Заранее благодарю всех за обратную связь. Для меня очень ценно видеть ваши результаты, читать отзывы и комментарии. Всем спасибо за внимание и до новых творческих встреч!